Привет, армия. Совершенно абсурдно и безосновательно думать, что между Тэхёном и Чингуком есть какая-то ненависть или обида из-за их отношений, или что Тэхён ревнует к Чингуку, или что Чингук должен дистанцироваться от Тэхёна, потому что он считается плохим другом. Эти заявления не только нелепы, они еще и полностью лишены логики. Подобные идеи рождаются из злонамеренных домыслов людей, которые хотят создать конфликт там, где его нет. Они пытаются разжечь соперничество между ними без всякой причины. Зачем они это делают? Ответ прост. Многие люди терпеть не могут Тэхёна, поэтому они находят любой повод, чтобы вовлечь его в истории, которые изображают его злодеем, в то время как Чингук представлен жертвой. Это печально, но такова реальность, с которой мы сталкиваемся. Тот факт, что Тэхён постоянно находится в центре этих домыслов, показывает, что некоторые люди действительно не могут принять его успех или его близость к Чингуку, вот почему они создают споры, драки и отчуждение. Все это оставляет Тэхёна в негативном свете. Что еще более тревожно, так это то, что в этих выдуманных историях они не только портят имидж Тэхёна, но и нападают на Чингука, предполагая нелепые вещи, например, его неверность, и создавая впечатление, что он мог бы навредить Тэхёну, изменив. Подобные заявления совершенно беспочвенны и стремятся только разрушить репутацию вовлеченных сторон. Исключительно ради создания драмы там, где ее нет. Важно понимать, что ни один пейринг не является по-настоящему реальным, если вовлеченные люди не подтвердят его сами. То, во что мы верим или интерпретируем, исходит из того, что мы видим в их действиях и взаимодействиях. Но поскольку они никогда ничего не подтверждают, лучшее, что мы можем сделать, это наслаждаться тем, во что верим, наслаждаться чувствами, которые дарит нам их взаимодействие, не поддаваясь искушению критиковать других за то, во что они верят. Люди, которые постоянно критикуют Тэхёна и Чингука, тщательно изучают каждое взаимодействие, только чтобы найти недостатки или что-то, что можно осудить. В конечном итоге выглядит нелепо. Они словно соседи-сплетники, вечно следят за всем, что происходит в жизни других, создают конфликты там, где их нет, лишь бы разжечь еще больше драмы и споров. Они не понимают, что все это совершенно не нужно. У Тэхёна и Чингука прекрасные отношения. Будь то друзья или, может быть, нечто большее, важно уважать эти отношения и наслаждаться каждым мгновением общения, которое они нам дарят, не портя при этом имидж ни одного из них. А теперь давайте поговорим о моментах, которые не только трогают наше сердце, но и сводят с ума недоброжелателей, просто потому что им невыносимо видеть, как Тэхён и Чингук демонстрируют свою неоспоримую химию. Прекрасный пример, когда Чингук, в своей скромной, но всегда заботливой манере, никому не позволяет прикасаться к Тэхёну. Один из таких незабываемых моментов произошел после танцевальной практики. Тэхён, Чингук и остальные прикидывали, что можно улучшить. И, как обычно, Чингук неотрывно следил за каждым движением Тэхёна. Зеркало позади них уловило деталь, которая могла бы остаться незамеченной, но для тех из нас, кто следил за каждым их движением, ее невозможно было игнорировать. Кто-то из стаффа попытался погладить Тэхёна по спине, возможно, в знак ласки или просто чтобы сказать «молодец». Это могло показаться обычным, легкое прикосновение без особого смысла, но то, что произошло дальше, действительно привлекло наше внимание. Чингук, всегда относившийся к Тэхёну с опаской, воспринял это совершенно иначе. Ему совсем не нравилось, когда кто-то находился так близко к Тэхёну. Как только он увидел его, почти из чистого защитного рефлекса, а может и чего-то большего, он тут же положил руку Тэхёну на спину, мягко, но решительно убрав руку стаффа, тонкий жест, но несущий в себе послание, которое нельзя было игнорировать. Чингук не хотел никого, абсолютно никого, прикасаться к Тэхёну. Некоторые скептики могут сказать, что реакция Чингука была просто потому, что этот человек был сотрудником. Но для тех из нас, кто наблюдал за каждым их взаимодействием на протяжении многих лет, мы знаем, что это не так. Чингук демонстрирует ту же реакцию даже с другими участниками. Ярким примером являются их ранние годы, когда Намджун погладил спину Тэхёна тем же ласковым жестом, что и сотрудник. Чингук отреагировал точно так же, осторожно оттолкнул руку Намджуна, не давая ему прикоснуться к Тэхёну. Еще один незабываемый момент, который нас пленил, произошел во время фотосессии, где Чингук снова продемонстрировал тонкую, но значимую близость к Тэхёну.
Просматривая уже сделанные фотографии, Чингук не мог не подойти ближе к Тэхёну. Мягкими шагами он приблизился. И что нас удивило, так это то, как он инстинктивно положил руку на талию Тэхёна. Это был необычный жест. Это был жест, который мы видели бесчисленное количество раз. Если Чингук что-то и любит, так это талию Тэхёна. У Тэхёна такая изящная и стройная осанка. Чингук мог бы полностью обнять ее. Этот образ запечатлелся в нашей памяти. Этот момент особенный, потому что, пока Тэхён сосредоточен на фотографиях, прикосновение Чингука к его талии кажется таким естественным, как будто это место всегда должно принадлежать ему, и как будто этого мало. То, что происходит дальше, оставляет нас без слов. Чингук, с близостью, которую разделяют только они, нежно скользит рукой под рубашку Тэхёна, даря ему тонкое прикосновение, которое может позволить себе только он. Такое взаимодействие не то, что обычно увидишь между простыми друзьями. Нет, это гораздо глубже. Это интимная связь, которую разделяют только они двое. Может ли кто-нибудь действительно поверить, что это просто дружеский жест? Чингук раз за разом доказывал, что его отношения с Тэхёном выходят за рамки дружеских уз, которые он разделяет с другими участниками группы. Мы никогда не видели, чтобы он вел себя так с кем-то еще. Их уникальный способ общения без слов – это близость, это интимность, предназначенная только для Тэхёна. Руки Чингука, постоянно ищущие контакта с Тэхёном, говорят больше, чем могут выразить слова. Именно в такие моменты мы видим, насколько естественна их близость. Как будто быть вместе – часть их сущности. Нежность Тэхёна, кажется, любимое место Чингука, и мы не можем его винить. Каждый раз, когда он обнимает его с такой нежностью, становится очевидно, насколько комфортно и естественно им друг с другом. Это близость, это интимность. Она дает понять, что есть что-то большее, что-то за пределами того, что мы когда-либо видели в любых других отношениях в группе. И самое показательное, Тэхён никогда не показывает никакого дискомфорта. Вместо этого он, кажется, принимает это естественно, как будто находиться в объятиях Чингука – самая обычная вещь на свете. Именно такие незначительные жесты заставляют нас почувствовать, что их связь превосходит любые слова, ведь то, что существует между ними, это не просто дружба, это уникальная химия, глубокая сложность, которая связывает их вместе, нечто, с чем никто не сравнится. Чингук останавливает сотрудника, прежде чем тот успевает прикоснуться к Тэхёну. Через несколько секунд он оказывается рядом, крепко положив руку на талию Тэхёна. Его движение уверенное, но нежное, словно без слов говорит, что это талия, территория, которой может коснуться только он, часть, которая так драгоценна для него. Тэхён поднял взгляд, и на его лице появилась легкая улыбка, словно он понял смысл жеста Чингука. В нем не было ни отвержения, ни отстраненности, он позволил объятию задержаться. Для других это могло бы показаться мелочью, но для тех, кто видел это с определенной проницательностью, это было ощутимое признание своей власти. Среди всего этого хаоса было ясно лишь одно – Чингук никогда никому не позволит занять его место рядом с Тэхёном. Это прикосновение было милым завершающим жестом, простым, но полным смысла. За всем этим вниманием скрывается любовь, которая всегда находит способ заговорить.